Всем привет, друзья! Не так давно я снимал видео об этом клапане вентиляции картерных газов, о том, как его почистить, как дроссель почистить, потом адаптировать. И сегодня добрался наконец рассказать вообще о всей системе вентиляции картерных газов, о клапане PSV, а именно клапане вентиляции картерных газов, о маслоотделителе и вообще как вся эта система работает или, по крайней мере, должна работать. Очень много информации в интернете, очень много разных теорий, споров. А больше всего вопросов, и никто не знает ответы. Специально для вас разобрал свой клапан, который не разбирается. И сейчас расскажу и покажу, что у нас здесь есть внутри и как это все должно работать. Напомню, достоверной информации, прям вот как от производителя, нету в интернете такой информации, как это все работает. Поэтому это все будет носить более информативный характер. Как бы теория, но все это я постараюсь вам подтвердить на практике. Если у вас какие-то сомнения будут или свои мысли, пишите, будем вместе искать правду. Многие думают, что именно вот этот клапан у нас отделяет масло от воздуха. То есть те картерные газы, тот масляной туман, который у нас поднимается с картера двигателя и через сапун, который находится в клапанной крышке, он идет сюда, в этот клапан, и здесь он якобы разделяется на пары и масло. Масло стекает обратно через сапун под клапанную крышку, а пары уже летят в сам патрубок, затем в дросельную заслонку и дожигаются в цилиндрах. А сам вот этот клапан якобы работает с помощью вот этого маленького шланга, который создает у нас разрежение, и клапан работает. Когда-то думал и я так. В принципе, когда я снимал первое видео вентиляции картерных газов, моя мысль примерно была такая же. Но сейчас, ставший немножко старше, немножко умнее, с этим делом я всем постарался разобраться и пришел к другому выводу. Данный клапан носит название клапан вентиляции картерных газов. То есть он не отвечает за отделение масла от газов. То есть здесь, в принципе, в этом клапане нет никакого устройства, которое отделяло бы масло от газов. Этот клапан у нас дозирующий. То есть он у нас дозирует количество воздуха, которое поступает во впускной коллектор. Давайте рассмотрим его устройство. Вот так вот выглядит клапан, если его разобрать. Здесь у нас силиконовая мембрана, примерная толщина 0,8 мм, идеальной круглой формы. С этой стороны мы видим нагревательную пластину. Сюда у нас подключается фишка, 12 вольт. И пластина просто нагревается. То есть устройство очень простое. И по бокам видим отверстия. 3 овальных отверстия и одно маленькое. Если отогнуть эту мембрану, видим, что клапан у нас сквозной. То есть здесь не может идти речь ни о каком разрежении, ни о каком вакууме. То есть клапан он не вакуумный. Он не односторонний, как многие пишут. Клапан двухсторонний, продувается во всех направлениях. И вот эти вот 4 отверстия, они тоже сквозные. В какое бы отверстие мы в клапане не дули, сюда в широкое, в маленькое, узенькое, с этой стороны, клапан со всех сторон продувается. И многие задают вопрос, как проверить клапан на работоспособность. Проверяется клапан достаточно просто. То есть весь патрубок даже не нужно снимать. Проверить его очень легко. То есть вот этот конец достали с впускного коллектора и подули. Клапан должен продуваться в обе стороны. Это полностью исправный рабочий клапан. Сопротивление может быть немножко разным. Когда вы дуете или тянете в себя, сопротивление может отличаться. Если клапан у вас работает в одну сторону, то клапан не рабочий. Скорее всего, именно вот эти вот отверстия, они забились, закоксовались. Либо он у вас может быть без подогрева, и тогда здесь мог образоваться конденсат, и тоже это все дело могло засраться. Поэтому клапан полностью рабочий, когда он продувается в две стороны через вот этот шланг. И здесь все просто и логично. Данная мембрана не закрывает все эти отверстия. Для чего они, сейчас расскажу. И мы без проблем этим патрубком можем продуть туда и обратно, так как воздух идет в воздушный патрубок. А патрубок у нас напрямую общается с атмосферой через воздушный фильтр. Либо если дроссель немного приоткрыт, воздух пойдет и туда. И соответственно немного воздуха пойдет именно под клапанную крышку, если мы будем дуть туда. Для чего все это сделано, объясняю. По режимам работы двигателя. Холостые обороты. Картерных газов очень мало. Картерные газы, уже отфильтрованные, уже отделенные от масла, поступают в клапан через это отверстие. Почему они уже отфильтрованные и здесь только газы, об этом немножко позже. Газы у нас поступают в клапан. И так как клапан он сквозной, здесь есть отверстия, по сути они должны идти сюда, а именно воздушный патрубок и в дроссель. Но из-за того, что на холостых оборотах у нас в впускном коллекторе есть разрежение, то есть вакуум, и этот вакуум передается по этой трубочке, то есть воздух засасывает. Поэтому все картерные газы, которые поступают в клапан,
они отсасываются по этому патрубку в опускной коллектор. Именно газа. Здесь больше нет ничего. Ни паров масла, ничего. Понятно, какой-нибудь испаренный конденсат тоже может быть из-за того, что так пластина металлическая нагревается у нас. Но все картерные газы, они у нас через вот этот патрубок засасываются в опускной коллектор. И этих картерных газов там мизер. Смотрите, какой тоненький штуцер. Через него может пройти очень малое количество картерных газов. Для холостых этого достаточно. И эти картерные газы не являются подсосом, хоть они идут напрямую в опускной коллектор в обход дроссельной заслонки. Этот якобы подсос картерных газов, он учтен мозгами. То есть, если картерные газы все-таки есть, если у вас двигатель уже достаточно старый, картерные газы есть, и этим шлангом они отсасываются. Если картерных газов нет, понятное дело, вот это разрежение не может их отсосать, и воздух поступает из воздушного патрубка, потому что здесь все между собой сообщается. Соответственно, нет картерных газов, воздух берется отсюда. В любом случае, этот подсос всегда есть, потому что разрежение в коллекторе есть на холостых. Грязные картерные газы, либо чистый воздух постоянно поступает в впускной коллектор через это отверстие. Дальше, режим второй. Ездим мы на высоких оборотах, картерных газов становится много. И самое интересное, разрежение в впускном коллекторе пропадает. Дроссельная заслонка почти полностью открыта. Давление в впускном коллекторе становится примерно 1 атмосфера, то есть это у нас атмосферное давление. То есть разрежение пропадает в клапане. Через клапан воздух больше не поступает, либо поступает мизер его. Почему? Потому что дроссель полностью открыт. Что происходит у нас с газами? На высоких оборотах картерных газов у нас может быть много. Соответственно, картерные газы уже идут не сюда, а картерные газы идут у нас вот через эти 3 отверстия. Точнее 4. Здесь для чего-то еще сделано маленькое отверстие. Вероятнее всего, мембрана это сделана именно для того, чтобы если картерных газов будет очень уж много, они будут отодвигать мембрану, она достаточно легко гнется. Картерные газы будут отодвигать эту мембрану и прорываться со всей силы. Куда? В патрубок, то есть картерные газы у нас будут поступать уже в патрубок и уже отсюда через дроссельную заслонку опять-таки в опускной коллектор. Вы спросите, почему так сложно? Можно же было без этого патрубка обойтись. Просто напрямую, достаточно вот этого резинового патрубка, напрямую от сапуна кинули бы воздушный патрубок и клапан не нужен. И в этом есть логика, но логика в этом есть только на высоких оборотах. Смотрите, высокие обороты картерные газы у нас поступают через клапан в патрубок и через дроссель. И все как бы классно работает. Но как только мы возвращаемся на холостой оборот, количество поступаемого воздуха в цилиндр, выпускной коллектор резко уменьшается. Но картерные газы продолжили бы вытягиваться тем разрежением, которое создалось через патрубок принудительно. А нам это не нужно. Почему? Потому что до клапана ВКГ у нас стоит маслоотделитель. О нем расскажу немножко позже. Но вся суть, что он эффективен только когда картерных газов много. Именно от большого количества картерных газов и от их большой скорости. Так устроен данный сапун. Именно от большой скорости масло оседает на стенках и стекает обратно в клапанную крышку. Когда скорость картерных газов маленькая, это очень неэффективно. Поэтому именно для холостых оборотов сделана данная мембрана, которая предотвращает попадение картерных газов в воздушный патрубок и дальше в дроссельную заслонку. Почему? Потому что на холостых оборотах картерные газы плохо отфильтрованные, и весь этот масляной туман попадает в дроссельную заслонку. А дроссельной заслонке на масло не нужно. Именно поэтому здесь стоит мембрана, которая предотвращает попадение большого количества туда картерных газов. А если картерных газов и вовсе нет, то данный клапан затягивает просто чистый воздух сюда. И все это дело с помощью разрежения на холостых оборотах попадает в впускной коллектор. То есть масляной туман, плохо отфильтрованный, на холостых оборотах затягивается именно с помощью разрежения прямо в опускной коллектор и сразу в камеру сгорания. Именно поэтому, я думаю, вы много раз видели, что люди пишут, что страдает именно 4-й цилиндр. На самом деле страдают все цилиндры, но, конечно, больше всего страдает 4-й цилиндр. Именно поэтому, если у вас сапун плохо работает или картерных газов много, то есть движок уже немножко убит, страдает именно 4-й цилиндр, и именно в 4-м цилиндре свеча у вас в масле. То есть подытожу. Холостые обороты, картерные газы плохо отфильтрованные, затягиваются с помощью разрежения в впускной коллектор. Если картерных газов нету, чистый воздух, опять-таки через клапан, через мембрану, она позволяет воздуху ходить туда и обратно. Опять-таки засасывается в впускной коллектор. В качестве же маслоотделителя выступает у нас сапун. Вот эта вот часть. На моторе BSE, по крайней мере по номерку, который здесь указан, этот сапун не разделен. Он припаян к клапанной крышке. По крайней мере по артикулу бьется именно так. И открутить у меня его не получилось. А ломать не хотелось.
Так вот, судя по всему, это у нас маслоотделитель, или по-другому сапун, циклического принципа работы. То есть, когда большой поток картерных газов идет, картерные газы движутся по кругу, тяжелые частицы масла оседают на стенках и стекают обратно вниз. Там же у нас внизу установлена маслоотражательная пластина. Так как масло у нас под клапанной крышкой тоже брызгает, пырскает, пластина установлена именно для этого, чтобы большие, крупные капли, частицы масла также не выпадали, не вылетали ни через маслозаливную, не летели в сам клапан, а стекали обратно. То есть отделяют у нас масло от газов именно вот этот сапун. Сапун и только сапун. Сам клапан вентиляции картерных газов отвечает только за дозировку уже отделенных от масла газов во впускной коллектор. Последний раз я все это дело чистил где-то 1010 назад. Видим, что дросельная заслонка абсолютно чистая. В самом клапане, кстати, масла тоже не было. Только в первой его части, в резиновом патрубке, который соединяет у нас сапун и клапан вентиляции картерных газов. Поэтому по всем этим показателям делаем вывод, что сапун работает исправно. Когда менял прокладку клапанной крышки, я все это дело снимал тоже бензинчиком, все это хорошо чистил. Соответственно, сапун полностью работает. Клапан вентиляции картерных газов также отлично работает. Поэтому делаем простой вывод, что вся система вентиляции картерных газов работает исправно. Маслозаливное горловение, желтый налет, то, что появляется, это ничего страшного. Не пугайтесь, об этом у меня есть отдельное видео. Это эмульсия из паров масла и конденсата. И появляется она от того, что двигатель не полностью прогревается. От того, что ездим на короткие дистанции. В принципе, вот моя последняя дистанция, это было 5-10 километров по Минску, поэтому, в принципе, эмульсия и появилась. Если проехать больше, километров 30, 40, 50 за одну поездку, эмульсия сразу же исчезнет сама. Вытирать ее не обязательно, отлично высыхает она и сама. Кстати, интересная вещь, что при исправной системе вентиляции именно в дроссель масло не попадает. Дроссель всегда чистый у меня. Но если снимать впускной коллектор, вот в этой части на стенках есть масляная пленка. То есть видим, что даже при полностью рабочей, чистой и вымытой системе масло все равно в впускной коллектор попадает. Даже если не через дроссель, то попадает через этот тоненький маленький шланг от клапана ВКГ. И интересная тема. Все говорят, что четвертый цилиндр затирается. Потому что якобы вот этот тоненький шланг, он ведет у нас по трубопроводу именно в четвертый цилиндр. На самом деле, да, так и есть. Но помните, я снимал не так давно видео о заслонках в впускном коллекторе. Я говорил о том, что есть такое понятие, как резонансный эффект. Впускные клапана закрываются, воздух по впускному коллектору, он пульсирует туда-обратно. Поэтому так или иначе, остаток того масляного тумана, который немного все-таки проникает во впускной коллектор, он летит не только в четвертый цилиндр, но и немного перемешивается по всему коллектору. Данную теорию я проверял, то есть чистил, потом снимал, смотрел, то есть дроссель полностью был сухой, на нем ни капли масла не было, даже масляной пленочки никакой. Но снимая дроссель, и с этой стороны все равно есть масляная пленочка на стенках впускного коллектора изнутри. Из всего этого вывод я могу сделать, что через вот это вентиляционное отверстие, через которое пары идут, в принципе, в основном на холостых оборотах, какое-то количество масляного тумана все же попадает в впускной коллектор. А здесь уже делаем вывод такой: вся система вентиляции картерных газов работает исправно, но она не идеальна. На этом все, друзья. Примерно вот такие вот мои мысли. Если у вас есть какие-то свои мысли, либо вы не согласны с моим мнением, готов послушать ваше мнение. Пишите в комментариях, будем общаться, дискутировать и вместе искать правды. Но перерыв в горы информации в интернете – это то, к чему я пришел. Поэтому, друзья, сапун периодически нужно чистить, маслоотделитель, потому что из-за большого количества отложений на нем он также засирается и плохо отделяет масло от газов. И данный клапан тоже обязательно чистите. Не знаю, раз в год, смотря сколько вы ездите, смотря какое состояние вашего двигателя, обязательно чистите клапан, снимайте воздушный патрубок и без проблем карб-клинером или любой другой хорошо очищающей жидкостью. С двух сторон все это дело можно залить, почистить.